Мышцы — это не только лишь про красоту. Это экзоскелет, который воплощает в реальность волю разума. Миллионами лет на мышечной работе была завязана почти вся жизнедеятельность биологических машин. А здоровое и крепкое тело сегодня не просто атрибут преимущества. Это эволюционный рычаг, который нам придется нажимать, чтобы выжить. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня в этом колоритном, пропитанном потом, кровью, тестостероном, слюнями, соплями месте мы находимся не просто так. Я снова решил вернуться к этой теме, ведь еще с того самого видео про пресс. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я постараюсь сэкономить ваше время. Внимательно посмотрите на то, какие упражнения на пресс вы делаете, а самое главное, как. Я хотел, чтобы когда-нибудь в биомашин таки случилось пошаговое руководство по созданию атлетичной фигуры. Я специально делаю здесь акцент на слове «пошаговое», потому что, на мой взгляд, здесь как был бардак, так и остался. Да, сегодня мы смотрим сотни рилс или шортс, казалось бы, каждый день тонны советов по тренировкам, но это все частные вещи. В отрыве от цельной картины они только путают. Мне кажется, сюда очень хорошо подходит фраза «знание немногих закономерностей, принципов побеждает знание многих фактов». Так давайте попробуем, наконец, понять закономерности эффективного тренинга. Я очень надеюсь сэкономить месяцы безрезультативных тренировок и приумножить здоровье. Немного личной истории. Я тренируюсь железом больше 10 лет. Со времен кустарной качалки во дворе дома это стало такой привычкой, что я делаю это на автомате и не представляю свою жизнь без этого. И за это время я всерьез не переосмыслял свою мотивацию к тренировкам. Во мне все еще сидит 15-летний мальчик, который начал качаться, чтобы выпендриться перед девочками, или сейчас это уже что-то более взвешенное и рациональное? Думаю, не только у меня так. Вот мы ходим с вами в зал, мотивируем пойти других, тратим сотни часов, свои силы, деньги. А что на самом деле нами движет? Зачем нам мышцы и красивая фигура? Во всем этом действительно есть что-то полезное и важное? Или мы просто жертвы моды, которую нам навязал кинематограф и золотая эра бодибилдинга? В этой серии мы не будем учиться эффективно тренироваться. Вместо этого мы попробуем разобраться, почему мы хотим красивое тело, и является ли это нашим внутренним желанием, продиктованным эволюцией, или лишь последствием маркетинга и культуры. За последние 50 лет тренажерные залы разрослись как грибы. И среди моих знакомых, наверное, проще назвать тех, кто не предпринимал попыток подкачаться. Сегодня практически каждая медийная личность демонстрирует свое тело стабильно в социальных сетях и приверженность к тренировкам. Да и я, если честно, тоже грешен. Но парадокс здесь в том, что бодибилдинг, а это то, откуда все это пошло и зародилось, даже близко не стоит по популярности и охватам с тем же футболом или UFC. Да, если честно, то, во что он превратился в последние годы, у многих вызывает скорее легкое отвращение. Но несмотря на все это, парней, которые хотят стать атлетичней, ничуть не меньше, чем те, кто хочет драться или гонять мяч. Как минимум потому, что последние двое этого тоже частенько хотят. И совру, если скажу, что наши дорогие дамы не хотят себе красивую фигуру. Сегодня нам это все кажется нормальным. Но в прошлом веке, например, такого не было. Это абсолютно свежий феномен последнего даже не столетия, 50-летия. И чтобы найти, откуда растут ноги у этой тенденции, отмотаем время немного назад. Раньше. Америка 60-х. Именно тогда, во многом благодаря развитию кинематографа, человечество увидело, что стать таким же, как герой древнегреческих мифов, может обычный человек. Две ключевые фигуры — Стив Ривз и Рэг Парк. Это первые атлеты внушительной формы, которые удостоились главной роли в массовом кино. Беспрецедентное событие. Примечательно, что они оба играли роль Геркулеса с разницей в пару лет. Эта ядерная смесь породила вирус, которым заболел его главный разносчик.
perfect already. Oh, yeah. 28 years old, 6'2", 240 pounds. Mr. Olympia for the past 5 years. He's preparing to defend his title this year for the last time. Bodybuilding has been a beautiful experience for me, and I will continue it for the rest of my life. I only stopped competing, but I'm not stopping bodybuilding. Но не Арнольдом единым. Золотая эра культуризма насчитывала десятки харизматичных атлетов, к которым быстро присоединили соответствующий образ девушки. В то время идет настоящий расцвет СМИ. Постеры, журналы, радио, ивенты, соревнования, фильмы. Now he's on his way to the Big Apple. И Стэн Ли с Марвел подливает масло в огонь, создавая череду своих легендарных комиксов. Вы знаете хотя бы одного супергероя с плохой фигурой? Ну, разве что Фэтмен. Все это формирует устойчивый образ мужчины и женщины, важной частью которого является подтянутое и красивое тело. А ведь получается и я жертва этих идеалов. Помню, как когда-то папа позвал меня в комнату, где у нас тогда стоял компьютер, и показал мне первое видео с Арнольдом. Оно было примерно похоже на то, что вы только что видели. Потом он где-то штангу, блины, гантели достал, покупать было дорого. И вот уже с 12 лет на заднем дворе нашего дома я тягал эти ржавые железки, на турнике начинал вертеться, и причем сам. Меня никто не подгонял. Уже тогда я загорелся идеями развития своего тела. И я думаю, у вас, парни, история хоть в чем-то, похожа. И девочки росли на Барби-подобных актрисах 90-60-90. За 5 десятилетий все это становится очень крепким социальным трендом, которому уже как будто бы странно не соответствовать. И вот здесь мы с командой задались самым главным вопросом. Почему когда-то те самые первые люди 70-х поверили в эту идею и встали у истоков тренда? Ведь все это могло остаться на уровне фриков-качков, которые пусть там все качаются. Мир будет развиваться дальше. Чуть меньше, чем за год нашу систему зарядок прошло 8 тысяч человек. Целый маленький город. И по просьбам этого самого города прямо сейчас снимаем 4 новых направления, в каждом из которых будет целых 5 зарядок. Итак, встречайте. Долгожданная зарядка для глаз и вестибулярного аппарата, которую вы просили больше года. Зарядка стопа-колено-таз. Укрепление, профилактика, возвращение естественной подвижности и стабильности ключевых суставов. Функциональная зарядка. Связки и комбинации упражнений на развитие сразу целого спектра физических качеств и мышечных цепей. И йога-зарядка. Здесь упор на статику, дыхание, подвижность и самоконтроль. Кстати, сам начинаю с нее каждый понедельник. В итоге у нас уже собралась коллекция из 10 направлений, в которых суммарно больше 50 зарядок под ваши задачи и условия. Если вдруг вы еще не пробовали, то самое время начать. По промокоду «Год мышц», конечно же, скидка 10%. Не проспи свое идеальное утро. Ссылка в описании. Животный мир — это до недавнего времени наш дом, в котором до сих пор работают те же правила, что и миллионы лет назад. Если мы окунемся в зоологию, то найдем кучу примеров того, как у млекопитающих размер и мощь тела являются одним из ключевых преимуществ в половом отборе. Какие-то космические цифры у тюленей. Самые крупные самцы могут давать в 10 раз больше потомства, чем самые маленькие размножающиеся самцы. Такой самец не только более боеспособен, но и за счет жировых запасов может дольше продержаться на суше и спариться с большим количеством самок. Но тюлени далековаты от нас. Давайте возьмем кого-то поближе. Например, гориллу. Альфа-самец зачастую самый большой в группе. Также большие особи в целом более проявлены, опасны и агрессивны. Интересные цифры мы нашли в исследовании, которое проводилось на 26 самцах горных горилл в течение 2,5 лет. Там вывели корреляцию между шириной спины гориллы и ее средним рангом доминирования. И самое интересное, рост гориллы влиял на этот ранг в 7 раз слабее. То есть у них ширина силуэта важнее, чем рост. Ну и куда без примеров демонстрационного поведения.
огромное количество животных намеренно притворяются более крупными, встают на дыбы, раскрывают хвост, раздувают шерсть, чтобы оказать влияние на оппонента или же привлечь самку. Сегодня часто можно услышать о том, что в основе большинства социальных трендов стоит древнее, животное начало человека. И с этим трудно поспорить, ведь у людей было точно так же, как у животных. И, скорее всего, мужчины-самцы, которые обладали более мощным физическим развитием, были выше в иерархии. А все это, безусловно, подкреплялось и внешними признаками. Ширина силуэта, общие габариты, мышечная масса и так далее. И в нас, как будто бы на генетическом уровне, должно быть зашито стремление к подобному телу, ведь это помогало нам доминировать и продолжать род. И бодибилдинг выстрелил именно поэтому. Ведь раньше у людей не было понимания, как гипертрофировать, увеличивать в размере свои мышцы. А он нам подарил вполне понятный метод, с помощью которого практически каждый может раскачать, раздуть некогда мощный эволюционный рычаг, который помогал нам выживать миллионы лет. Поэтому люди разобрали эту идею как пирожки и живут ей до сих пор. И вы знаете, именно на такой цепочке рассуждений мы строили первую версию нашего сценария. Пока не позвонили Вот не уверен, честно говоря, потому что я слабо представляю, как бы в генах могло быть прописано понятие о красивом теле. Ну вот у нас есть нуклеотиды, да, там аденин, гуанин, цитозин, тимин, и как в них записать, что мне нравятся мускулистые мужики там с большими плечами, или там тетки пухленькие, да, или там еще какие-нибудь. Вот как это прописать? Непонятно, честно говоря. Ну а как же то, что мы только что обсуждали? Да даже во времена первых гоминидов или древних людей. Ведь если ты был физически мощнее, то, вероятно, и сильнее других. Тебя выбирают самки, ты эффективнее продолжаешь род. Тогда почему это не закрепилось в человеческой эволюции как признак более успешной особи и не передавалось дальше? Смотрите, не больше, потому что большой человек, он жрать будет больше. Это не выгода ни разу. Но пигмеи-то откуда взялись? Жрать нечего, они стали маленькими, там 1,5 метра высотой. А ископаемые были виды и меньше, там хоббит, он вообще метр высотой. Ну вот, то есть размер — это не признак крутости вообще ни разу. Вот, хотя кроманьонцы ранние были, да, довольно высокие, вот, но потом стали меньше, кстати говоря. То есть не физическая сила в килограммах, и уж тем более не в сантиметрах там, или да, килограммах, опять же, собственной массы решают. Это второстепенная вещь. По факту мы видим грациализацию. То есть, если мы посмотрим на нас со времен там австралопитеков до современности, австралопитеки были там метр ростом, но шириной-то больше, чем мы. Ну, чем я-то несложно быть, да, но чем нормальный человек. И они были очень сильные. Там такие эти рельефы на костях, что, ё-моё, они там по деревьям лазали на руках без проблем. У хаббелисов то же самое на самом деле. Всякие там пятикантропы, гильдбергенцы, неандертальцы тоже довольно-таки мощные, хотя уже меньше. А сапиенсы, первые ранние кроманьонцы, тоже здоровенные, там мускульный рельеф, ё-моё, какой. Там бедренная кость, как у меня нога вообще. И с таким там рельефом, что страшно смотреть. Они там бегали без остановки, там марафоны, для них это вообще там фигня полная была. Чтобы наглядно понять, какую роль наша физуха играла на протяжении эволюции, мы решили провести маленькое исследование, поместив в единую таблицу данные всей эволюционной цепочки человека. Но здесь важно не забывать, что мы — это, по сути, все еще обезьяны. Просто максимально прокачанные, победившие остальных обезьян в главную MMORPG эволюционную, да, под названием «Жизнь». И когда-то у всех обезьян был общий предок, и уже от него пошли разные ветви, которые эволюционировали в горилл, в шимпанзе, какая-то из них эволюционировала в нас. Так вот, мы специально взяли диапазон с хорошим запасом, начиная от времен, когда мы были еще полуобезьянами, 60 миллионов лет назад, и до текущих времен Homo sapiens, чтобы проследить, как на протяжении всего этого промежутка времени менялся вес нашего тела, что так или иначе говорит о потенциале нашей физической мощи и физической формы, и объем нашего мозга, что говорит о потенциале интеллекта. Итак, перед вами несколько столбиков с данными. Это список ключевых эволюционных вех от полуобезьян до Homo sapiens. Первый и второй столбик — это возраст каждой вехи и сколько между ними прошло времени. Третий и пятый столбик показывают вес тела и объем мозга особи в каждый период времени. А четвертый и шестой условно обозначают скорость прогресса по этим двум показателям, которую мы для удобства посчитали в миллионах лет. То есть сколько особь в каждой эволюционной вехе за миллион лет набирала как веса тела, так и объема мозга. Если сложно, ребят, подождите, сейчас все станет понятно. Заметьте, первые 60 миллионов лет своей эволюции мы прибавляли считанные граммы в весе тела
и считанные кубические сантиметры в объеме мозга. Но что-то невероятное происходит, когда мы эволюционируем в первых Homo, то есть в первых людей. Человек прямоходящий, Homo erectus, меньше чем за миллион лет, повторюсь, миллион лет, не 60, набирает целых 15 килограмм дополнительного веса тела по сравнению со своим предком. А его мозг вырос в 1,5 раза, прибавив целых 340 кубических сантиметров, то есть это целый стакан мозга. Получается, что первые 60 миллионов лет мы набирали с критически медленной скоростью. Но потом наступает промежуточек, такой коридорчик в 2 миллиона лет, в который мы начинаем ускоряться так сильно, набирать такие обороты, которые превышают предыдущие в десятки, а то и сотни раз. Это какой-то пинок эволюции, не иначе. Если сравнивать ранних эректусов, эргастеров из Домонесии и чуть более поздних, например, мальчика из Нариокотоми, к слову, между ними разница всего 300 тысяч лет, то пропорции тела различаются радикально. 1,5 миллиона лет назад ноги становятся более длинными, тело вытягивается, а увеличение количества мяса в пище способствовало росту мозга. Так как мясо более калорийно, его нужно меньше жевать, а значит, можно уменьшить и челюсти. Жарко на костре тоже этому способствовало. Одна из следующих вех – это неандертальцы, которые жили в более холодной Европе, и вес тела у них хоть и растет, но уже замедляется. А вот мозг все еще растет как на стероидах и увеличивается еще в 1,5 раза. Чуть позже в Африке появляются первые Homo sapiens. И, казалось бы, чем ближе к сегодняшнему дню, тем мы должны все больше прогрессировать. Но нет, неандертальцы обыгрывали нас как по физической мощи, так и по размерам головного мозга. Как вам такое? Но, увы, они вымирают и проигрывают в эволюционной борьбе, остаемся лишь мы. По-моему, это очень показательный пример того, как по-разному можно распорядиться своим потенциалом. Я всегда думал, что в живой природе к Кинг-Конгу ближе всего горилла, но я ошибался, по крайней мере, в отношении размера. Это гигантопитек, 3-метровый, 500-килограммовый монстр, который долгое время существовал параллельно нашей ветке развития и вымер совсем недавно, 300 тысяч лет назад. Казалось бы, вот он, идеальный кандидат, у которого физическая мощь была главным драйвером в эволюционном отборе. Но если мы копнем поглубже, то поймем, что они жили в изобильных на еду и хороший климат районах Азии и увеличивались в размерах, скорее всего, именно благодаря изобилию, что позволяло им перемалывать десятки килограммов растительности каждый день. На нашей планете есть закон. Чем больше размер, тем сложнее выжить. Ты становишься критически зависим от источников пищи. Именно поэтому самые живучие у нас — это обычно те, кто маленького размера и всеяден. И когда еды становится меньше, конкуренция за нее возрастает, стычки с людьми увеличиваются, климат подыгрывает, гигантопитеки — все. Хотя гориллы все еще держатся, но они будут поменьше. Кстати, гориллы и шимпанзе мне напоминают в какой-то степени ситуацию с неандертальцами и хомо-сапиенсами. Гориллы больше как по весу, так и по размеру мозга, но шимпанзе более жизнеспособны и комплексно развиты, как в плане выживаемости, так и в плане питания и социального взаимодействия. Если у горилл альфа — это здоровый доминатор, то у шимпанзе он далеко не всегда самый крутой физически, но при этом умеет осуществлять сложные социальные манипуляции, строить альянсы, собирая вокруг себя других, порой более сильных самцов. Что ж, мы немного отвлеклись, надеюсь, было интересно. Но все же, нашей главной задачей было отследить, что действительно на протяжении достаточно длительного периода времени наша физическая форма менялась, особенно с приходом первых Homo. Но, как оказалось, самки даже тогда не особо-то и обращали внимание на этот признак. Или если мы говорим прям про конкретную древность, там такого как бы не было, что кто круче, кто не круче. Там просто слишком маленькие были коллективы, и выбирать-то было не из кого. То есть, берем там неандертальцев, да, у них средняя группа вот высчитана 25 человек. У кроманьонцев там 50 пусть будет человек. И если у вас в каждый конкретный момент времени молодых девушек и парней на выданье, да, или там женихов, да, там, невест, будет, 3 человека, и у них выбора нету. То есть там как бы вариантов-то из кого выбирать. Или соседей. Если это кроманьонцы, то опять же, кого вы найдете из соседей, тот и красавец, тот и молодец. Более того, там такие условия выживания, что если он живой, то с ним все в порядке. То есть если он живой, это уже признак того, что он красавец и молодец. Там не было цели как-то выпендриться и показать, что я лучший, потому что
сам факт выживания уже свидетельствует, что это лучший. Вот эти все выборы и вот эти метания, да, кто красивый, кто некрасивый, это в лучшем случае с неолита появляется, когда появляются большие коллективы. Ну, там, типа, 7 тысяч лет назад, максимум, там, 12 тысяч лет назад, 12 это где-то на Ближнем Востоке. А так где-то вот там 7 тысяч лет назад, когда коллективы, ну, хотя бы человек по 200, и тогда, да, уже начинается там хочу, не хочу, могу выбирать. Вот это скотоводы-земледельцы. Но это настолько недавно было, что ни в какой нашей генетике оно прописаться еще не могло никак. То есть, если ты выжил, это уже победа. И этого достаточно, чтобы быть выбранным самкой. И физическая форма здесь не в приоритете, скорее всего, потому что все-таки тогда развитый мышечный аппарат был некой фундаментальной опцией, без которой ты даже не выживешь. То есть это было у всех, это было абсолютной нормой, как волосы на голове. Дрыщи не выживали. И поэтому по мышцам и физической форме самки не отбирали, потому что все живущие в данный момент самцы, готовые для спаривания, априори достаточно физически мощны. А качать мышцы сверхъестественных объемов, как сегодня, раньше, понятно, никто не умел. Масло в огонь подливает разнообразие популяции, ведь на протяжении всей своей эволюции мы потихоньку распространялись по разным континентам, и каждая из популяций развивалась немного по-своему. Это еще сильнее помешало такому признаку полового отбора, как развитая мускулатура, устояться. Вот какие в популяции в среднем есть люди, такие и красавцы. А популяция разная, поэтому понятие о том, кто красивый и кто нет, у кого там какие губы, плечи, там бедра и так далее, оно будет довольно сильно меняться от популяции к популяции. Если кто-то там губатый, плечистый, ну, значит, плечистые губатцы будут считаться красавцами, да. Если кто-то там не плечистый, а там длинноногий, то будут длинноногие считаться. Причем есть разница между тем, как оценивают друг друга мужчины мужчин, мужчины женщин, женщины женщин, женщин мужчин. Там вот 4 варианта, и они все немножко с нюансами. Вот. Самое прикольное, на мой взгляд, когда женщины оценивают женщин, потому что они как раз за красивое считают не среднее значение, которое по факту наличествует, а чуть-чуть другое. Причем вот это чуть-чуть другое может быть совершенно произвольную сторону, главное, чтобы чуть-чуть не такое, как на самом деле. То есть, вот с точки зрения мужчин, женщины, те, которые есть, те красавицы. Вот, а с точки зрения женщин, у них вечно что-то не хватает, или там слишком много наоборот, и они все пытаются что-то поменять. Вот это прикольно. Кстати, здесь к месту будет интересное исследование о том, как девушки оценивают мужскую фигуру в зависимости от того, где они живут. Ведь не зря так распространен тот самый значок перевернутого треугольника, который демонстрирует ширину верхней части торса мужчины как ключевой признак его идентификации. Этот индекс в науке называется WCR, или отношение талии к груди. Показательно, что в развитых городах, до которых уже успела добраться вестернизированная культура и кинематограф, девушки действительно больше предпочитают широкоплечих мужчин. И что в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, что в Лондоне, столице Великобритании, стандарты мужской красоты у девушек практически одинаковые. Но что интересно, в той же Малайзии, если мы немного отъедем от развитых городов в регионы, где все еще преобладает физический труд, технологии не так развиты, девушки предпочитают мужчин скорее формата вертикального прямоугольника, то есть более сбитых, плотных, устойчивых. Даже в рамках одной страны понимание и восприятие того, что красиво, а что нет, может достаточно сильно отличаться. В последнее время мы проводим много внутренней работы над тем, чтобы качество нашего контента возросло. И, как я говорил в недавнем выпуске, где делился планами развития проекта, продолжается формирование отдельной команды и методологии ресерча в биомашин. Также мы начинаем плотно взаимодействовать с разными экспертами и специально стараемся искать тех, кто обладает реальными знаниями и опытом, а не просто красивыми регалиями. Кстати, если вы нас смотрите, и вы квалифицированный врач, ученый или эксперт в какой-то области, и заметите ошибку, дезинформацию, искажение данных, обязательно нам напишите. А также, если вы вдруг захотите помочь нам с каким-нибудь из новых выпусков, мы тоже будем вас ждать. Контакты для связи в описании. Мне хочется, чтобы контент и образовательные продукты, которые мы создаем, были максимально объективны, не дезинформировали и приносили настоящую пользу. Это касается и телеграм-канала. Там мы тоже начинаем разгоняться. И вот совсем недавно со Станиславом Дробышевским, кстати, сделали небольшую серию постов, где разобрали ряд вопросов на стыке антропологии и фитнеса. Получилось очень познавательно. Заглядывайте на огонек. В начале выпуска Станислав упомянул слово «грациализация», от латинского «изящный». Это процесс, при котором популяция организмов изменяется в сторону утонченных и менее массивных черт. Снижается плотность и толщина костей,
потенциал силы и мышечной массы, уменьшаются надбровные дуги, слабеет зубочелюстная система и так далее. Все человечество сегодня идет именно к этому. Мы физически слабеем, медленно, верно и уже тысячи лет подряд. А в последние десятилетия это ускоряется тем, что у нас практически исчез естественный отбор. Если раньше выживал сильнейший, то сегодня выживают практически все, что, безусловно, сказывается на генетике всего человеческого вида. Это просто факт, и на это мы не можем повлиять. Но это не повод руки опускать. Наш образ жизни до сих пор оказывает формирующее влияние как на нас, так и на здоровье наших детей еще даже до их рождения. И, пожалуй, становится даже более важен как пример, когда они начинают подрастать. Ведь они смотрят на вас. Вот это мы контролировать можем. Давайте на этом и сосредоточимся. Итак, исходя из всего, что мы уже с вами успели обсудить, тот самый тренд на фигуру в меньшей степени оправдан нашей эволюционной тягой к ней. Вероятно, это скорее культурный конструкт, который, получается, противопоставлен текущей эволюционной тенденции. То есть глобально мы физически слабеем, а мода на красивую фигуру и тренировки в какой-то степени сдерживает это. Давайте копнем в тему культуры и влияния социума на нас. Что-что, а наша социальность по сравнению с физической мощью обеспечила нам решающее эволюционное преимущество. Поэтому культура способна на корню перепрошивать, казалось бы, устоявшиеся вещи. Это Федор Ушаков. Мы знаем его таким. А вот реконструкция его лица по реальному черепу. Точеные, сухие черты лица. Но на парадном портрете его зачем-то специально изображали слегка пухлым. Ведь это практически гигачат. Гигачат Ушаков. А из тебя делают колобка. В тот момент развития истории полное тело было признаком высокого статуса. Потому что тогда еда, тем более вкусная, и неспешный образ жизни были дефицитным ресурсом. Это могли себе позволить лишь избранные. А поджарое тело имел каждый крестьянин, который пахал от рассвета до заката. Потом, когда еда стала доступной для всех, этот признак перестал работать как преимущество и стал скорее отрицательным. Произошла инверсия. Сегодня каждый буквально за копейки может объесться калориями, вкуснейшей едой и выглядеть как аристократ 18 века, даже делать ничего не надо. Сегодня быть в форме и держать калории под контролем скорее статусный признак. И благодаря развитию медицины мы четко понимаем, что он ассоциирован с риском для здоровья по целому ряду показателей. Во времена Ушакова об этом вряд ли кто-то подозревал. Изменчивой была мода на гладкое или волосатое мужское тело. В Древнем Египте, в античности, мужчины удаляли волосы на теле. Волосатая грудь считалась чем-то неэстетичным. Потом, вплоть до новейшего времени, было на это скорее плевать. В 20 веке царил волосатый торс, а начиная с конца 20 века снова мода на депиляцию у мужчин. А вот у женщин мода так не менялась. Депилировались с древности, причем чем более открытым становилось платье, тем больше становилась и область, с которой старались удалить все волосы. Ну и давайте шлифанем примером той же Японии или Кореи сегодняшних дней. Влияние медиа постепенно выводит на первый план образ мужчины, который не очень-то похож на статного и сильного физически. Да и порой его вообще можно спутать с девушкой. На самом деле людей довольно легко склонить в ту или иную сторону, несмотря, казалось бы, на наличие высокого интеллекта. В этом мы не сильно отличаемся от животных. Но стоит признать, чтобы что-то действительно прижилось в культуре и увлекло миллионы людей, обычно нужно немало времени для формирования желания и привычки себя с этим ассоциировать. Вначале мы специально показали только самую верхушку развития бодибилдинга, о которой большинство из нас, в общем-то, и слышали. Но золотая эра, она ведь не взялась из ниоткуда. До нее была еще и серебряная, и бронзовая. И бодибилдинг в целом более 100 лет шел к тому, чтобы стать мейнстримом и пропитать культуру. Бронзовая эра. 1867 год. Отец телостроительства. Юджин или Евгений Сандов. Родился в Пруссии, в городе, который сегодня зовется Калининградом. Как гласит история, уже в 10 лет, побывав в Италии, он вдохновился римскими скульптурами древнегреческих героев. И, повзрослев, он даже возвращался туда, чтобы их обмерить и стремиться к этим стандартам. Он был цирковым силачом и показывал невероятные примеры силы, но потом заметил,
что люди больше обсуждают и обращают внимание именно на его мускулатуру. И тогда он начал позировать. Это легендарные кадры, цветная реконструкция архивной записи. Затем он организовал свою методику тренировок, кустарное производство первого оборудования, первый тренажерный зал и даже соревнования, билеты на которые были раскуплены. И, кстати, на этих соревнованиях он впервые вручил победителям трофей, который создал в честь себя. До сих пор на соревнованиях Мистера Олимпия атлеты получают этот кубок. Конечно, помимо него было еще несколько культовых личностей. Например, Алан Калверт, человек, который создал одну из первых компаний по производству тренажеров. Или Джордж Джоуэт, который придумал тренажер здоровья. Вы не ослышались. 1920 год. Тренажер так и назывался. Health Builder. Ну или Health Builder. Интересно, что уже в то время достаточное внимание уделялось понятию здоровья. И пионеры бодибилдинга смотрели на этот спорт чуть иначе. Он требовал от атлетов не только красивой физической формы, но и отменной физической подготовки в целом. Серебряная эра. Марк Берри – человек, который методологически описал телостроительство. Его книги и статьи стали настольным учебником многих тренеров и атлетов того времени. Легендарная программа Марка Берри на 20 повторений считается прорывом. Благодаря этому подходу атлеты смогли достигать большей гипертрофии мышц. Атлет серебряной эры выглядел более мышечным, чем атлет бронзовой. Стив Ривз, о котором мы говорили в начале, тоже был адептом этого подхода. Боб Хоффман – личность, которая разделила бодибилдинг на до и после. Он долгое время был тренером сборной США по тяжелой атлетике. В 50-е в спорте впервые появились анаболические стероиды, начав великое противостояние советской и американской сборных. Хоффман одним из первых получил доступ к стероидам и познакомил с ними в том числе мир бодибилдинга. Ведь раньше бодибилдинг был тесно связан с тяжелой атлетикой и силовым многоборьем. Там все друг с другом были вась-вась. Дороги назад уже не было. Наступила золотая эра. Come on! Arnold! Arnold! Having been brought up in an anti-rational culture, many are not taught to value logic and thus never achieve what I refer to as intellectual self-sufficiency. I didn't want to just be a bodybuilding champion. I wanted to be the best bodybuilder of all times. Dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. Push it away. No more. Right. Squeeze it. Schwachtelmasie für die USA-Staaten Rang 10. Время, в которое бодибилдинг расцвел и достиг уровня мировой сенсации. Талантливых атлетов становится больше, и на них действительно интересно смотреть, ведь они выглядят как пришельцы. И инструментов для промоушена всего этого становится не только больше, они становятся еще массовее и доступнее. И, безусловно, главным драйвером, который позволил атлетам стать еще физически мощнее, чем в серебряную эру, были стероиды. Без них, возможно, бодибилдинг бы так не выстрелил и не удивил бы публику. Ведь стероиды дают тебе нечеловеческие анаболические возможности. И нам, друзья, важно это четко понимать и держать голову холодной. Потому что натуральный атлет зачастую и близко не будет выглядеть даже как аутсайдер профессионального бодибилдинга. У меня личка завалена историями о травмах, даже небольших. Плеча, кистевого сустава, локтей, колена. Причем многие из них потом сложно вылечить бесследно, они могут фонить всю жизнь. Проблемы с ЖКТ из-за конских объемов еды. Все это парни получают, повторяя за манерой тренировок и питания профессионалов.
Ими круто вдохновляться, бесспорно. Но не нужно копировать их подход и строить избыточных ожиданий. Важно четко понимать границы своего потенциала и играть в этом коридоре. Причем есть люди, которые и близко не раскрывают весь свой генетический потенциал, но уже пытаются ускориться за счет стероидов в начале или даже в середине своего пути. Ведь это как будто бы уже норма. Много кто так делает. Вместо того, чтобы отладить свою дисциплину, методику тренировок, пересмотреть подход, подкрутить еще какие-то вещи, бегут за волшебными таблетками. Это не наш подход. Вернемся к золотой эре. За всем этим стояло 2 человека, которые смогли распорядиться всем этим наследием и реализовать его накопленный потенциал наилучшим образом. Братья Джо и Бен Вейдеры. Они создали настоящую империю, которая работала сразу по всем фронтам, делая бодибилдинг более популярным. Они сделали его более привлекательным для соревнований, создав самую влиятельную федерацию бодибилдинга IFBB. Свои соревнования и титул «Мистер Олимпия» это стало привлекать больше атлетов, лучших из которых они тоже брали под свое крыло и, как это модно сегодня говорить, продюсировали. Среди них был Арнольд Шварценеггер, Франко Колумбо, Фрэнк Зейн и многие другие. Они печатали несколько своих журналов, которые были очень популярны. Ну и куда же без своих добавок, тренажеров и программ тренировок. Все это взаимодополняло и усиливало друг друга, создавая целую экосистему, которая дает возможность любому, в кавычках, конечно же, стать таким же, как Арнольд. Сегодня многие уже не представляют свою жизнь без абонементов в зал, спортпита, батончиков, БАДов, спортивной одежды, каких-то приблуд для домашнего тренинга. Причем многие из этих товаров могут не приносить нам значимой пользы, но мы все равно в них верим и продолжаем покупать, благодаря мощному влиянию рекламы и маркетинга. После 80-х на рынок приходят все новые бизнес-игроки, которые потом и Вейдеров перерастут, наводняя его все новыми товарами, а вместе с ним и рекламой, которая еще больше пропагандирует, раскручивает образ человека с красивой физической формой. И фильмы с брутальным атлетом, в руках которого по 2 автомата, никто бы в Голливуде не снимал, если бы это не приносило кассу. Коммерческая привлекательность – это, пожалуй, последний и один из самых главных драйверов, который торпедировал тренд на мировой уровень. И, на мой взгляд, в то время такого стечения обстоятельств не могло произойти нигде, кроме как в капиталистической Америке. Она была готова. Это был идеальный субстрат. Кто знает, если бы этого не произошло тогда, как бы мы хотели выглядеть сегодня. То есть все время есть 2 противоборствующих отбора. Один на среднестатистическое, и, соответственно, что самое среднестатистическое, то и правильное. Потому оно и среднее, оно наилучше приспособленное. И другой диаметрально обратный на эксклюзивность, на как бы отдельные какие-то варианты, вот нестандартные. Но у человека плюс на все это культура накладывается, а последние там лет 50 и больше еще и такие вещи, как мода и продажи, просто, да, бизнес. На заре своего развития бодибилдинг действительно давал тебе ту самую эксклюзивность в виде фигуры. Я думаю, именно поэтому у него довольно-таки быстро появились первые последователи и фанатская база. А уже потом, когда он начинает разрастаться до более массового явления и других направлений по типу фитнеса и прочих, многие туда пошли уже наоборот. Потому что, не быть таким, не быть в форме, уже как будто бы как-то стрёмно. Взгляните на это довольно популярное в зарубежном интернете видео. Оно отлично демонстрирует то, как образуются те или иные движения. Сперва всегда есть чудак, который обладает достаточным мужеством, чтобы встать, начать танцевать и, возможно, выглядеть нелепо. Но он танцует и делает это понятно и просто, за этим легко следовать. К нему идет первый последователь. И танцующий чудак принимает его как равного. Он уже не один. Заметьте, последователь машет и пробует позвать друзей. Первый последователь зачастую подвергается осмеиванию, но при этом он превращает чудака-одиночку в лидера. Если лидер — это кремень, то первый последователь — искра, которая разжигает огонь. Затем приходит второй последователь. Он своим примером показывает, что первые 2 не такие уж и чудаки. 3 человека — это уже маленькая толпа. Они становятся заметней. Затем присоединяются еще 2 человека, затем еще несколько. И теперь у нас есть импульс, который создает целое движение. Это переломный момент. Если раньше движение было под вопросом, то теперь нет никаких причин не присоединиться. Если ты не там, то теперь ты чудак и можешь быть осмеян. В ближайшую минуту там будут все. Это называется социальный конформизм.
то есть явление, при котором мы меняем свои убеждения или поведение, чтобы соответствовать ожиданиям или нормам своей социальной группы. Это подтверждалось множеством экспериментов, от знаменитого эксперимента Соломона Аша до наших, которые проводились по его подобию еще в советское время. Воспитатель ставил на стол 2 белые пирамидки и спрашивал, какого они цвета. Олег, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Дети отвечали «обе белые». Но в один момент он менял одну пирамидку на черную и задавал тот же вопрос. При этом, заранее подговорив 3 из 4 ребят всегда произносить «обе белые». Прекрасно, все помните. Значит, мы можем с вами проводить эксперимент, да? Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? Почему, детка? Почему? Не знаю. И это склоняло 4-го ребенка, не знающего об этом, повторить за ними. И даже со взрослыми этот эксперимент может сработать. Обе белые. 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 Конечно, обе белые. Белые. Обе белые. А если серьезно? Обе белые. Убеждены? Я убежден. Спасибо большое. Понятно, что из 1000 детей, а уж тем более взрослых, меньшинство поддастся влиянию толпы по такому очевидному вопросу. Но если эта толпа насчитывает миллионы, а предмет выбора не столь очевиден. В тренировках вопрос веры и приверженности идеи вообще стоит особняком. Мы стремимся к тому, чтобы годами, десятилетиями заниматься физической активностью. Это должно стать нашим образом жизни. Например, зарядка каждое утро. Казалось бы, базовый, но решающий на длинной дистанции ритуал, освоив который, остальные более сложные привычки будут даваться гораздо проще. Мы не просто так о зарядках сделали целый фильм и набор зарядок под разные задачи, который, кстати, лежит в том же нашем телеграм-канале в открытом доступе. Забирайте на здоровье и начинайте действовать. Это своеобразный шаг номер 0 в вопросе формирования приверженности. А вот тренировки и создание фигуры – это уже следующий уровень, где привычка и приверженность важны еще больше. Ведь сходить 1, 5, 10, да хоть 100 раз на тренировку несложно. Сложно сохранять постоянство год за годом, не бросая на полпути и не выгорая. И поэтому, когда мы думали, в какой последовательности выложить тот самый путь к крутой фигуре в году мышц, мы поняли, что вот он, шаг номер 1. И поэтому первым образовательным продуктом, который мы планируем создать в этом году, будет курс под названием, пока предварительным, «Тренировки в кайф», где мы по полочкам разложим то, как формировать здоровую приверженность к тренировкам и заболеть именно всю жизнь, в хорошем смысле. А уже потом пойдем в сторону улучшения самого тренировочного процесса. Ждите анонсов. Надеюсь, что в следующей серии он уже выйдет в свет. Ну что ж, вроде бы мы собрали все пазлы. И с помощью этих экспериментов мы смогли с парочки новых углов взглянуть на человеческую природу, которая, безусловно, стоит за трендом на красивую фигуру сегодня. Но теперь мы понимаем, что здесь в меньшей степени замешана эволюционная необходимость в этом, а в большей степени наша культура, социальность и глубинные желания отличаться или, наоборот, соответствовать толпе и заполучить атрибуты, которые повысят наш социальный статус. И все это, безусловно, ускоряется за счет прихода бизнеса в эту игру. Сегодня фигура — это действительно во многом атрибут, с помощью которого мы посылаем миру вполне понятные и считываемые сообщения. У меня есть дисциплина. Я могу долго и упорно трудиться, идти к своей цели, причем долгое время не замечая никакого результата. Я смог свой образ жизни, питания и тренировок выстроить правильным для себя образом, на что вообще не каждый способен. Ну и, вероятно, со здоровьем у меня все как минимум неплохо.
Не зря есть множество исследований о том, как внешность помогает продвигаться в должности и влияет на карьерный успех и заработок, а также создает так называемый эффект ореола, который позитивно влияет на то, как подсознательно человека воспринимают другие и даже додумывают ему позитивные качества. Окружающие люди постоянно сканируют нас и подсознательно считывают множество информации. И, конечно, первым, на что они обращают внимание, это лицо. Не зря ведь на нем все написано. Но тело, фигура, силуэт, стать – важная часть общего образа. Не знаю, как вы, ребят, а я в целом этой моде даже больше рад. Ведь если ко всему подойти с умом и взять от тренировок в зале красивые фигуры, только то, что действительно приносит нам пользу, а остальное оставить в стороне, то это будет одна из лучших инвестиций в себя. И о бодибилдинге сегодня мы тоже так много не просто так говорили. Ведь это то, откуда все это зародилось. И это все еще самый эффективный способ эту самую фигуру развить. Но я бы не очень хотел, чтобы биомашин ассоциировался с бодибилдингом. Нам все же ближе понятие атлетизм, которое, кстати, зародилось в той же Древней Греции. Стремление к гармоничному физическому развитию, умеренным мышечным объемам, которые дают тебе и здоровье, и визуальную эстетику. Существует определенный оптимум мышечной массы, который дает тебе львиную долю всех возможных от этого преимуществ. Идти дальше уже не совсем рационально. И вот этот самый оптимум достижим для каждого. И поэтому в году мышц мы специально пойдем по пути тренировочного минимализма. Научимся тренироваться с максимальным КПД и с минимальными затратами времени, чтобы у нас оставался ресурс на другие, не менее важные вещи. И уже в следующей серии мы поговорим о том, как с помощью тренировок в зале качать не только наши мышцы и социальный статус, но еще наше ментальное и физическое здоровье. Там будет очень много новых интересных данных, о которых, возможно, многие из вас еще даже не слышали. И я полагаю, это весьма повысит вашу мотивацию и приверженность к тренировкам. А без этого крутой результат просто невозможен. Но мне было приятно все это для вас рассказывать. Спасибо за то, что вы с нами. Увидимся.